Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды, Нью-Йорк, казалось бы, обычный день традиционного фэшн-марафона, наполненный чередой модных показов. Однако среди всех этих событий случился особенный вечер – презентация коллекции Michael Kors «Осень-зима 2026-2027». Дело в том, что основатель и ведущий дизайнер бренда имени себя отмечает нынче юбилейную дату – 45 лет в индустрии. Внушительный, солидный срок. Дольше в календаре Нью-Йоркской недели, если не ошибаюсь, работают лишь Ральф Лорен и Норма Камали. Отвечая на вопрос журналистов, в чем секрет такого долголетия в мире моды, Майкл Корс говорит, что все очень просто. Успех кроется, с одной стороны, в постоянстве, и с этим, друзья, я думаю, многие будут солидарны. А с другой стороны, в отсутствии этого постоянства, когда в почете и классика, и регулярные обновления. Также дизайнер отметил, Нью-Йорк – это город противоречий. Здесь соседствуют роскошь и суровая реальность, бриллианты и утреннее метро, гламурные вечеринки и кофе на бегу. Вот именно из этих контрастов, по словам Корса, рождается настоящий стиль. Так создаются вещи, в которых люди чувствуют себя чуть красивее, чем вчера. Жизнь огромного мегаполиса с его силой, упорством и любопытством движением определяют характер каждой коллекции бренда. Нынешняя линейка на холодный сезон, пусть и в честь юбилея, исключением не стала. Дизайнер не устроил на подиуме музей своих прошлых хитов, а представил гармонично оформленный гардероб, который успешно балансирует между любимой Корсом классикой и легким новаторством. Но подчеркнуть значимость юбилейного шоу решено было выбором локации. Модное действо устроили в легендарной Метрополитен-опере, в здании с огромными люстрами, позолоченным потолком, с красным ковровым покрытием, превратив подиум в театральную сцену. Все ощущалось так, будто зрители пригласили на оперу под названием «Нью-Йорк и его гардероб». И да, кое-что, возможно, было не идеально. Некоторые образы выглядели по-настоящему роскошно, некоторые немного странно, а были такие, где казалось, что дизайнер просто решил слегка пошутить. Поэтому, дорогие мои, давайте спокойно и не спеша разберемся, что же на самом деле показал Майкл Корс в своей новой коллекции. Главная идея вполне проста – городская элегантность без лишнего пафоса. Дизайнер предложил абсолютно понятный всем гардероб, в котором место нашлось и гламурному шику, и повседневной практичности. Размышляя о 45 годах в бизнесе, Корс отметил, что чаще всего предпочитает черные водолазки, пальто верблюжьего цвета и белые рубашки, а еще вечерние платья. Разумеется, сегодня без этой четверки не обошлось, однако сразу с несколькими «но». Так, одна из его белых рубашек, та, что открывала шоу, шла в паре с миди-юбкой в перьях. Пальто порой подменял то луки из свитера, юбки, топа, жакета. А черная водолазка на самом деле оказалась воротником-стойкой для создания, со слов модельера, многослойности без лишнего объема. Фирменный крой стал мягче, свободнее, что видно на примере классических брюк, вдруг переходящих сзади в юбку со шлейфом. Пиджаки получили удлиненные косые вставки, а один из блейзеров – диагональные карманы, которые словно сползали вниз по ткани. Сначала это кажется странным, но потом понимаешь, именно это и дает ощущение движения в образе. А вот где дизайнер действительно развернулся, так это в верхней одежде, одной из его сильных сторон. Лаконичные пальто прямого силуэта сменяли на подиуме бушлаты, модели с увеличенными воротниками, мохнатые накидки и объемные варианты из искусственного меха. Особенно запомнилось яркое алое пальто. В нем легко представить себя оперной дивой. Не менее великолепно смотрелся кипенно-белый комплект из объемной шубы и трикотажного платья. Такой запросто могла бы носить экранная героиня Шерон Стоун Кэтрин Траммел. Нотку театральности модным образом добавили аксессуары. Это длинные оперные перчатки, сверкающие стразами колье и серьги-водопады, оформленные перьями сумки и головные уборы. За практичность отвечала обувь на широком устойчивом каблуке. В отличие от других нью-йоркских показов, здесь не было ни одной пары туфель на шпильке. Что касается цветовой гаммы новой коллекции, в основе традиционный для бренда черный в союзе с белым, любыми оттенками серого, верблюжьим, насыщенным винным. В этом плане Майкл Корс редко бросается в эксперименты.
Палитру приятно дополнили вспышки эмоционального теплого красного в разной тональности. На протяжении всего шоу звучит главная мысль: это не вещи на один сезон и не быстрые модные трюки. Это гардероб, который может жить годами. Дизайнер сегодня по-прежнему хорошо делает то, что любит. Немного гламура, немного Нью-Йорка, порция роскоши и очень много уверенности. С большим интересом, мои дорогие зрители, жду ваше мнение и обсуждение осенне-зимней линейки образов бренда Michael Kors в комментариях к видео. Только не забываем прожимать лайки, друзья. Они здорово мотивируют и помогают в развитии канала. Приятного вам просмотра, красоты, позитива, добра, и пусть каждое ваше утро начинается только с теплого, солнечного настроения.